Еще не так давно мы задумали собрать мини-игровой ПК на стандартных комплектующих, которые можно купить в магазине. Все это поместилось у нас в корпус объемом всего 3,24 литра. Но уже тогда мы задумали сделать еще более маленький корпус, объемом всего 1,5 литра. Но собрать игровой мини-ПК в таком маленьком корпусе с обычными комплектующими, конечно, невозможно. Поэтому нам пришлось использовать специальные мобильные комплектующие и специальную материнскую плату, которую, к нашему счастью, компания ASRock выпустила, анонсировала, и уже сегодня с горем пополам можно ее купить. Если бы не анонс этой материнской платы, то нам, наверное, пришлось бы разобрать какой-то игровой ноутбук типа Razer Blade 14, вытащить из него материнскую плату со всем, что там есть, и запихнуть это в такой маленький корпус. И тогда сказать: вот он, игровой ПК. Про комплектующие поговорим чуть-чуть дальше. А сейчас давайте обратим внимание на сам корпус, который у нас выполнен из алюминия. Еще материнской платы не было у нас на руках, но корпус мы уже заказали и сделали. Но про комплектующие чуть дальше, а сейчас давайте поговорим непосредственно о самом корпусе. Так как корпус маленький, состоит он всего из двух элементов. Это основание и крышка. Крепится все это на неодимовых магнитах. Снимается достаточно легко и просто. Раз, снимаем, и все. Теперь можно демонтировать комплектующие, что-то заменить, что-то поменять и так далее. Если вы захотите носить этот компьютер с собой как ноутбук в рюкзаке, то вес данного корпуса всего 1,2 кг вместе с комплектующими. Но это не все, что нужно вам брать с собой. Еще понадобится блок питания, который идет к материнской плате в комплекте. Блок питания меньше килограмма, поэтому в сумме все это составит около 2 кг. А теперь давайте поговорим немножко о комплектующих, которые расположены в нашем мини-ПК. На материнскую плату я делал отдельный обзор, кто не видел это видео, можете посмотреть. Ссылка есть в описании. Процессор возможно сюда установить мощностью до 65 Вт, сокет 1151. В нашем случае здесь установлен скальпированный Intel 7700. И за охлаждение данного процессора отвечает низкопрофильный кулер от Silverstone. 16 гигабайт памяти от HyperX. Конечно, здесь не полноценные модули памяти, а ноутбучного типа SODIMM. Видеокарта тоже мобильная на разъеме MXM. И за охлаждение данной видеокарты, а это 1060 GTX, отвечает наш кастомный радиатор. Здесь он медный. И несмотря на то, что здесь установлено современное железо, процессор на Kaby Lake, видеокарта на Pascal, казалось бы, все очень холодное, но главная проблема данного компьютера — это, конечно же, перегрев. Поскольку все это находится в очень маленьком корпусе, невозможно установить какие-то большие радиаторы, поэтому все здесь, конечно, нагревается до критических температур, как в принципе и любой другой игровой ноутбук. Что у них проблема с охлаждением, что в нашем случае тоже. Даже немного поиграв в современные игры на этом компьютере, температура внутри будет примерно 70-72 градуса. Конечно, можно попробовать установить какое-то другое охлаждение. И, собственно, мы уже несколько радиаторов проверили, какие-то заказали и они сейчас к нам едут, мы еще будем проверять. Возможно, найдем какое-то более оптимальное решение. Все необходимые разъемы в данном компьютере расположены сзади, как собственно и кнопочка включения. Данная материнская плата может регулировать обороты вентиляторов, поэтому в простое данный компьютер абсолютно бесшумен. Так что при серфинге в интернете или просмотре фильмов данный компьютер не доставляет никакого дискомфорта. Однако, если вы будете в него играть, как знаешь, поиграем в приставку. В него. Пойдем поиграем в приставку. Если же вы будете играть на этом компьютере, то, конечно, шум будет от вентиляторов. Как, собственно, и от игровых ноутбуков, если сравнивать с ними. Но, как правило, большинство геймеров играют в наушниках, и какой-то там шум их, в общем-то, не отвлекает. Ну еще он красивенько светится. Юль, красиво светит? Глянь, как розовенький. Вот и все, что хотелось бы рассказать про данный, самый маленький в мире игровой компьютер. Огромное спасибо за то, что досмотрели этот ролик. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши социальные странички ВКонтакте, Фейсбуке. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их под этим видео. Всем спасибо и пока.